Сегодня у нас весьма редкий и по-своему уникальный автомобиль. Это Focus RS первого поколения. На его примере мы рассмотрим, насколько правила ВРС могли сильно влиять на то, какие автомобили мы с вами покупаем в автосалонах. Но прежде этого надо упомянуть, что раллийным традициям компании Ford более 60 лет, и первый свой титул они оформили уже в 1979 году на легендарной машине Escort MK2. Давайте вернемся к Фокусу и справедливо, наверное, упомянуть, что эти машины уже официально продавались в Российской Федерации весьма успешно. И у многих, наверное, из вас они были. Давайте отдельно углубимся, вот какие спортивные модификации были представлены для нас. А представлена была только одна модификация. Называлась она ST-170. И эта машина даже довольно часто мелькала на страницах журнала «Авторевью» и даже журнала «Автоспорт». При этом про модификацию RS мы как-то особо не слышали, по крайней мере, первого поколения, тогда как про модификацию RS второго поколения мы слышали довольно часто, потому что она официально в Россию ввозилась. А что касается первого поколения, многие из нас про нее знали со страниц западных изданий, различных западных телепередач, таких как Top Gear. Но это не только ощущение того, что RS первого поколения, его не было в России. Действительно, даже частным образом ни одна машина в Россию не добралась. Давайте все-таки разберемся. Вот RS, что это такое? Расшифровывается как ралли-спорт. Это некий намек на то, что Ford закладывает традиции раллийные, которые у них есть, в эти модели. Но правильно ли сравнивать эти машины, фокусы, с автомобилями Mitsubishi и Subaru? Вот давайте сегодня с этим разберемся. Считается, что разработка автомобиля Ford Focus RS первого поколения заняла всего 15 месяцев. При этом до 70% деталей были либо переработаны, либо заменены на новые. И когда мы смотрим на машину, то мы действительно понимаем, что этих оригинальных деталей было очень много, но я лично бы, наверное, считал, что эта цифра чуть-чуть завышена, и деталей оригинальных у нее несколько меньше. За разработку отвечал вице-президент Ford of Europe Мартин Лич. И главным инженером был талантливый и на тот момент довольно известный Ричард Перри Джонс. С самого начала эта машина была заявлена как лимитированная. Ее выпуск начался в 2002 году и закончился уже в 2003. И вот для понимания, насколько это редкая машина, редкая, конечно, в рамках производства модели Focus, вы должны понимать, что всего фокусов первого поколения было выпущено больше 4 миллионов штук. При этом ежедневно с конвейера сходило более 1500 машин. А модификации RS первого поколения было выпущено всего 4501 штука. И для того, чтобы мы поняли, что перед нами одна из этих моделей, в салоне сразу в глаза бросается маленькая табличка, которая указывает на номер экземпляра. У нас это номер 2938. Далее в салоне вы видите сиденья Sparco спортивные. Причем
у компании Ford был ограничен бюджет на сиденье, поэтому они попросили компанию Sparco, чтобы они взяли основу стандартных сидений от Focus и уже на ее базе сделали полностью вот свою модификацию. И как бы сиденья очень удобные на самом деле, но единственное, что сразу бросается в глаза, они стоят довольно высоко, потому что, опять же, база у них стандартная. Если мы откроем капот, то мы увидим на двигателе надпись Duratec. Duratec на тот момент это были двигатели нового поколения от Ford. Но на самом деле это не был двигатель Duratec. Это был двигатель глубоко доработанный серии ZTEC. На нем поменяли шатуны накованные, другие поршни, установили, опять же, турбонагнетатель от того же производителя Garrett. И таким образом мощность достигла 212 лошадиных сил. На тот момент это была внушительная цифра. Это был один из самых мощных горящих хэтчбеков, которые предлагались на рынке. И вот весь этот антураж, он работал на то, чтобы доказать потенциальным покупателям, что перед нами серьезная производительная машина. Отметим два важных момента. Первое. Мы находимся на Кипре. А второе – это то, что на Кипре проходил этап WRC. И как раз Focus первого поколения, он принимал участие в этом этапе. И, кстати, здесь тот самый спецучасток, по которому он ездил в 2002 году. Лично я не являюсь каким-то особым, наверное, фанатом раллийной команды Ford, но, тем не менее, в 2006 году я отдыхал на Кипре, и мне посчастливилось быть как раз в то время, когда здесь проходил этап международного ралли. И, естественно, я его посетил. Вы получаете такую специальную брошюру, на котором отмечено, во сколько, в какой день и где будут проходить те или иные этапы. И начинаете по ним ездить и смотреть. Мы приехали на один из этапов, и вот залезли на гору и сидели, ждали, когда же начнется старт. Вначале, значит, проезжает техничка, она осматривает состояние трассы, все ли в порядке. Потом она дает, видимо, добро, что все окей, можно стартовать. Едут местные в начале гонщики на различной технике, наверное, группы N, всяких Subaru, Mitsubishi. И вот спустя какое-то время такая пауза, ты ждешь, и вот как только ты слышишь звук, это такой абсолютно другой, гораздо более громкий и брутальный лязг, и они едут в абсолютно другом темпе. То есть это настолько впечатляет, начиная с того, что они просто, проходя поворот, вырывают камни с грунта, и стоять около трассы на самом деле даже небезопасно, потому что если, не дай бог, такой камень просто прилетит тебе в лицо, то тебе просто конец. Вот. И, знаете, я вот эту красоту всегда очень ценил, вот этот мир ралли, который год за годом на самом деле так или иначе меняется, но совершенствуется, становится все лучше, машины от года к году становятся все быстрее, и это какая-то просто магия, то, как они ездят, и я очень-очень это вот все уважаю и ценю. Но давайте вернемся к герою нашего рассказа, к автомобилю Ford Focus RS первого поколения, и заглянем вот во все брошюры, которые предлагались в автосалонах или предлагались в комплекте для тех, кто уже покупал эти машины. И вот вы видите, что там везде вот такие парные фотографии, то есть Focus RS, рядом с ним стоит гоночная машина VRC. И даже, знаете, вот вроде это все так работает, потому что у машины VRC даже на тот момент мощность была 300 лошадиных сил, то есть она даже не драматически более высокая, чем у вот этого серийного гражданского Focus. И вот все, что мы видим, намекает на то, что этот автомобиль из мира ралли, потому что все компоненты, которые в нем устанавливаются, будь то колесные диски 18-дюймовые OZ Racing, они практически точная копия гоночных, тормоза Brembo, тот же поставщик, Sachs,
Это та подвеска, которая была установлена. Кстати, подвеска у нее была доработана довольно существенно, как передняя, так даже задняя. У задней были даже пересмотрены углы установки колес, применены иные подшипники. Спереди шире колея. Для, кстати, более широкой колеи они использовали все другие крылья. То есть у нее даже задние крылья свои. То есть фактически у этой машины другой кузов. Оригинальный кузов. Они очень хорошо потратились на это все дело. И вот, понимаете, вся брошюра говорит, вы имеете дело с раллийной машиной. И вы видите даже такую надпись. Блокировка Quive. И вот в этот момент надо быть внимательным, потому что блокировка Quive у нее на передней оси. То есть эта машина переднеприводная. Вы скажете, как переднеприводная? Это же автомобиль с раллийными корнями. Причем тут вообще передний привод? Но вот так вот, передний привод неполный. Даже если мы смотрим вот в передний бампер, вот его широкий зев, и видим там огромный интеркулер, на самом деле это никакой не интеркулер, а это радиатор кондиционера. Интеркулер у него под капотом, кстати, жидкостного охлаждения. Вот получается, что это такой своеобразный, немножко нас обманывают в этом смысле, стараются вот затянуть вот на все их эти раллийные успехи. И тут, кстати, самое важное, эту машину даже разрабатывали не те ребята, которые делали машины VRC. Это две разные команды, друг к другу они абсолютно отношения не имеют. С раллийными машинами работает гоночная команда M-Sport, а уже с дорожными упомянутые до этого команды с инженерами. То есть это две абсолютно разные истории. Вы скажете, а как так? Как же так вышло-то, что это абсолютно по-разному делаются машины? Ведь есть правила гомологации. Правила гомологации на тот момент уже поменялись, и они не требовали так называемой гомологационной партии машин, как это было раньше. И именно благодаря вот этому правилу, которое появилось в конце 1986 года, гомологация по группе А, мы получили огромное количество легендарных машин. Если мы говорим об автомобилях Ford, то совсем недавно до этой машины, на тот момент, выпускался Escort, который имел полный привод и выпускался по еще тем старым А-групповым правилам гомологации. А тут этого правила больше не было, и они уже решили себя не утруждать и не делать какую-то систему полного привода для него, и исходить из более такой прагматичной новой истории на тот момент. Тогда как вот в 1986 году вроде как многие люди горевали, что взамен группы Б приходит группа А, но в конечном итоге вот она принесла очень много интересных машин для нас с вами. Вот. Ну вот и изменились времена, все стало по-другому. И вот перед нами стояла машина, которая, наверное, от раллийной внешне отличалась только цветом, потому что раллийная была по большей части белой, а это окрашивалось в единственный возможный цвет Imperial Blue. И, кстати, вот этот оттенок, он на самом деле есть на гоночной машине, там есть некие куски, которые были покрашены. То есть это тоже не просто так. И вот мы получаем какую-то вот машину, которая всем намекает нам на то, что перед нами что-то вот такое гоночное, что-то интересное, но вот при этом, при всем к гонкам она уже отношения никакого не имеет. Но тем не менее, давайте не ставить на ней крест, давайте сядем, прокатимся еще раз и поймем, насколько интересно управлять Focus RS первого поколения. Друзья, мы наконец-то подъехали к извилистым дорогам, и хочу вам сказать, что у этого автомобиля действительно достаточно жесткая подвеска, и он скорее похож на те тюнинговые подвески, которые принято было ставить на автомобиле. И что касается вот этого дифференциала, про который мы столько с вами говорили, то его работа, она действительно очень и очень агрессивная. На передней оси просто избыток сцепления, при этом стоит сбросить в напряженном повороте газ, и задняя ось может легко просто уйти в занос. То есть вы можете испугаться иногда той скорости, которую вы занесли в поворот, и отпустить газ. Этого делать, конечно, нельзя, это очень опасно. То есть она начинает скользить, никаких систем, и можно улететь с дороги, как нечего делать. Но сцепления действительно очень много, и если вы умеете ездить, то она позволяет вам ехать действительно очень-очень быстро. Но когда дорога неровная, то дифференциал
начинает, видимо, за счет того, что у нее довольно высокая степень блокировки, вот играть вот этим моментом между колес, и поведение машины не очень стабильное. Надо прямо быть максимально начеку. Тормозная система Brembo, она справляется, и справляется очень и очень хорошо. Значит, что еще я хочу отметить? Это рулевое управление. Поначалу оно кажется каким-то, недостаточно информативным, но вот в таких режимах информации на руле достаточно. Что касается первых таких машин переднеприводных, мощных, у них есть вот это паразитное подруливание на рулевом колесе. И, к сожалению, эта машина не лишена этого недостатка. Руль очень сильно дергается, и дифференциал это усугубляет еще больше. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что меня как-то это сильно бы оттолкнуло от этой машины. Напротив, ты чувствуешь, что ты находишься в таком живом автомобиле. Руль надо держать двумя руками, переключать передачу и быстро возвращать руку назад. Поэтому за что любят подобные машины? Любят за вашу вовлеченность в процесс. Вот вовлеченности в процесс здесь, просто с избытком. И ехать быстро здесь, знаете, здесь нет какой-то скорости, как у иной Lamborghini или Ferrari, или какого-то серьезного спорткара, особенно современного. Но вот это ощущение от управляемости, вот сейчас перебрали, и вот она прям подрулила. Ощущения от управления этого автомобиля, они очень классные. То есть вот чувствуется, что инженеры, когда они ее делали, они с этим даже перебрали. И, может быть, люди в то время были даже недостаточно степени готовы к тому, что серийная машина может быть настолько радикально настроена, понимаете? Вот в этом особенность этой машины, в этом ее ценность. Я знаю, что RS второго поколения, он настроен более продуманно и аккуратно. Но здесь вас ждут очень неплохие приключения, если вы сюда попадете за руль такой машины, поэтому не знаю. Мне даже не хочется столько разговаривать, а хочется просто рулить этой машиной, продолжать рулить и ехать желательно быстро, потому что на малой скорости, при малых ходах вы получаете только самое худшее. Жесткую подвеску, дрыгающийся руль и никакого кайфа от этого. А вот когда вы начинаете ехать здесь, вы понимаете, что это все с лихвой окупается. Так что Focus RS MK1, он именно такой, как его описывают. Он похож на те наблюдения, которые дают журналисты в то время. А сейчас, благодаря современным шинам, он стал еще быстрее. Наверное, за счет этого еще более резкий. Так что вот таким вот раскрылся Focus RS за рулем. Таким ультимативно настроенным горячим хэтчем. И если у вас есть реально желание водить машину в таком ключе, и главное, есть место, где водить можно такую машину. Потому что, в Москве я даже не знаю, где можно получить удовольствие за рулем такой машины. Вот. В общем, если у вас есть то, о чем я говорю, то, поверьте, эта машина не оставит вас равнодушным. Многие из вас знают, что на автомобиле Focus WRC первого поколения ездил такой легендарный пилот, как Колин Макрей. И когда я рассматривал фирменные буклеты, я видел, что повсюду указаны какие-то его цитаты, которые он давал про этот автомобиль, какой он классный, какой он управляемый, как с ним все здорово. И это, естественно, возник резонный вопрос. Видимо, он имел какое-то большое отношение к его настройке, но на самом деле я пришел к выводу, что вообще никакого отношения он к этой машине не имел. Только единожды они привезли на один из этапов ралли прототип Focus RS,
посадили его за руль, он даже на нем прокатился и дал кое-какие комментарии. Один из них известно был такой, что ему показалось, что передаточные числа коробки слишком короткие. И они это, естественно, все записали, сказали, что учтем, но понятно, что не учли. Почему не учли? Потому что пятискоростная коробка, она была довольно надежная и могла переварить этот момент. А на тот момент шестискоростной коробкой достаточно надежной у них не было. И вот она осталась. И вот, собственно, эти передаточные отношения, они довольно растянуты, и более короткая коробка этой машине подошла бы больше. Ну вот, понимаете, не судьба была комментариям Колина Макрея стать частью конструкции этого автомобиля, так же, как и не судьбой было стать чемпионом за рулем Фокуса WRC. Но, тем не менее, спустя время машина второго поколения взяла все-таки 2 титула, то есть эти все старания команды Ford привели к успеху и к большим результатам. Но вот, собственно, что сказать про нас, про эти автомобили? Вот мы сказали, что по новым правилам homологации больше не было нужды производить homologaционные машины. На самом деле, если мы погрузимся в прошлое, а точнее, наверное, во времена, когда была группа «Б», там тоже была homologaционная партия, но она была настолько маленькой, и эти автомобили были настолько дорогими, что простые люди, естественно, купить их не могли. То есть это эквивалент того, что, в принципе, никакой homologaционной партии не было. И вот простые люди, они покупали какие-то машины наподобие, не знаю, Delta HF Martini, то есть это переднеприводный турбированный хэтчбэк. Ну, можно сказать, это горячий хэтч, какая-никакая некая предтеча вот этих автомобилей, да? И никаких вот раллийных homologaторов они покупать не могли. Но пришло новое время, пришли правила группы А, и появилось огромное количество очень интересных, классных автомобилей. И мы, и кто-то до нас покупали их и получали огромное удовольствие. Но я хочу вам сказать одну очень вот такую, на самом деле, правильную вещь. Дело в том, что факт homologaционный автомобиль или не homologaционный никак не дает результат. Будет этот автомобиль каким-то увлекательным за рулем или нет. Но, тем не менее, конечно, каждому из нас было бы приятно и проще было бы себя представлять за рулем раллийного автомобиля, сидя в Subaru или Mitsubishi, чем сидя за рулем условного Golf GTI, понимаете? Вот смотрите, Focus, он всем старался стыдливо предстать перед нами раллийной машиной. Она была выпущена, дана нам в таком виде, она очень увлекательная, и на ней намного лучше и интереснее ездить, больше удовольствия получаешь, чем на каких-то посредственных автомобилях, которые являются homologaционными. Поэтому в конечном итоге для нас, для меня, я могу сказать, что важнее, как автомобиль в конечном итоге едет, какие эмоции он дает. И эта машина, она настроена классно, она настроена радикально, она настроена смело. И на ней очень здорово кататься. Очень здорово кататься. Я не знаю, надежная она, выносливая ли она, такая же, как автомобили Mitsubishi и Subaru. Но за рулем на ней точно очень и очень здорово. И, знаете, если мы посмотрим сегодня на то, что происходит, да, вот во времена, когда появились взамен вот Mitsubishi и Subaru, появились новые чемпионы, такие как Citroën и Ford, бесспорно себя ассоциировать стать частью этого успеха можно было лишь купить футболки, наверное, в каких-то их автосалонах. И то эти футболки были вовсе не такие, как у ребят из гоночной команды, понимаете? То есть мы были бесконечно далеки до этого. Но сегодня, несмотря на все это, да, понятно, что ни Citroёнов каких-то раллийных, ни в большом количестве каких-то других автомобилей мы так и не увидели. Но, тем не менее, если мы садимся за руль такого автомобиля, как Focus, мы получаем сполна вот этих эмоций, которые мы хотим. И при этом тот факт, что сегодня эти машины стоят от 25 тысяч евро и выше, и они могут доходить и до 50, и до 60 тысяч евро, если эта машина в хорошем состоянии с маленьким пробегом, только доказывает, что есть очень много людей, которые готовы за это в прямом смысле заплатить, и они ценят такие машины. И это что-то да значит. И вот когда мы подходим к самому концу, вот я думал, вот на чем можно это все дело закончить. А вот закончим мы на такой мысли. Вот те люди, которые создавали эти автомобили, они находились вот в таком, в неком переходном этапе, они понимали, что вот вчера еще их покупатель покупал Escort.
И этот Escort был с полным приводом, и он был прям вот напрямую будто бы Израиля. А сегодня они вот предлагают вот, ну, какую-то подделку, понимаете? И они немножко будто бы этого стыдились. И взамен этого они вот очень для нас постарались и сделали действительно классный и увлекательный автомобиль, на котором можно отлично ездить, и подошли к этому, ну, не в пример, скажем так, с высокой самоотдачей и даже где-то сверх меры, понимаете? То есть вот этот автомобиль, он и уникален тем, что он является вот таким максимально ультимативно настроенным автомобилем, который можно в принципе было купить, и вряд ли, наверное, сегодня можно купить что-то подобное в автосалоне без систем стабилизации, вот с таким нервным и немножко, может, даже опасным поведением. Но, тем не менее, для тех, кто умеет водить, это только подарок. Так что, если вас интересует Focus RS первого поколения, ждите, когда ему настанет 30 лет, и вы сможете ввести ее, соответственно, в Россию, ну, либо, если вы живете за границей, то покупайте, потому что я советую, машина супер. Вот. Так что рад, что смотрели до конца. До скорых встреч на нашем канале.